Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Breaking News. Передовая разработка американских ядерщиков. Core Power изучает возможность использования плавучих АЭС реакторами от Westinghouse в Средиземном море. Первые рендеры уже показали и начали прием денег на строительство. Борис Леонидович, пожалуйста, расскажите нам, что это за разработка, которая перевернет рынок АЭС на море? Ну, что меня больше всего порадовало, многие даже центральные СМИ эту новость отрепостили. Действительно, огромный подвиг. Все Средиземное море будет утыкано замечательными плавучими электростанциями на базе реактора Винцы. Так, по-моему, это читается. Разработка Вестингаус, значит, лет так 10 тому назад, финансировался в основном Министерством энергетики. Общий объем траншей почти 30 миллионов долларов. За это время состоялось уже 4 презентации, красивые. Мы все об этом реакторе знаем. Диаметр 3 метра, вес 40 тонн. Можно перевозить на грузовике. Если вам мало одного такого реактора, привезут еще один. Срок эксплуатации 40 лет, одна перезагрузка топлива 10 лет. Все. Больше ничего сказать нельзя. Какой тип топлива? Когда идут заявки, что в качестве теплоносителя будет использоваться жидкий натрий, но реактор будет при этом не на быстрых нейтронах, а на тепловых, вызывает здоровое недоумение, поскольку натрий отличается тем, что он нейтроны вообще не замедляет. Как они могут стать медленными? Большой вопрос. Никаких подробностей по этому поводу нет. При этом заявлено, что топливо будет использоваться так называемое ХАЛИО, то есть с обогащением под самый потолок, обозначенный МАГАТЭ, 19,75% по содержанию урана-235. Единственный производитель на планете на день сегодняшний Росатом. Хотя предыдущий президент США, бодрый Байден, рассказывал о том, как сумели произвести 90 килограммов такого топлива. Будет ли это достаточно для этого реактора или нет, сказать сложно. Эксперты говорят, что здесь, очевидно, видны, так скажем, следы, откуда этот проект взялся. Очень похоже на то, что это была в свое время разработка для Министерства обороны Соединенных Штатов, не для Министерства энергетики, то есть для обеспечения всевозможных ракетных баз в труднодоступных местах и так далее, и так далее. 5 мегаватт, сказать, что это нечто, что может решить проблему энергодефицита того же Кипра, где по-прежнему работают мазутные электростанции, ну, у меня язык вот не повернется. То, что до сих пор нет сообщений о том, как будет выглядеть вся система замедлителей, если это натрий, то он не замедляет. Использовать одновременно два контура, воду, которая будет замедлять, а натрий будет уносить температуру, потому что среди прочих новостей от разработчиков температура теплоносителя на выходе 600 градусов. То есть это явно не вода. Натрий до такой температуры нагреть можно, но он не замедляет нейтронов. В общем, на мой взгляд, все вот эти потраченные деньги, потраченные годы на работу, последние новости были в 2021 году, тогда шло заявление о том, что в 2026 году первый референтный блок все непременно начнет работать, 2026 год не за горами, прямо скажем, и больше всего похоже на то, что люди, которые готовили вот такие красивые презентации замечательного реактора Винцы, в презентации 2018 года, кстати, она мне больше всех понравилась. Мощность от 200 киловатт до 5 мегаватт. То есть вот такой разброс. Реактор мощностью 200 киловатт, но это совсем хорошо. Дизельная электростанция немножко больше дает. Ну, вот что все это значит? Почему это попало в прессу? То ли это попытка оправдания всех вложенных средств, потому что помимо субсидирования со стороны Министерства энергетики США были некие частные инвестиции, подробности узнать невозможно, кроме суммы. Из этих 20,8 миллиона долларов 15 в Министерство энергетики, а остальное некие частные инвесторы.
Все остальные слова – это в чистом виде презентация для менеджеров. Микрореактор диаметром 3 метра достаточно мал, чтобы его можно было транспортировать на стандартном грузовике. Стандартный грузовик 40 тонн веса, так себе интересные стандарты. Его также можно быстро доставить в район эксплуатации по железной дороге или по воздуху. Прекрасно. Где, откуда будут брать топливо, что собираются делать с облученным топливом, что с этими замедлителями, совершенно ничего не известно, но уже прогремело. Будем делать плавучие атомные электростанции, будем выставлять их конкретно в Средиземном море. Почему в Средиземном, почему не в Мертвом? Там вообще было бы замечательно. Все поместится, все что угодно размещайте, благо не утонет. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. И, на мой взгляд, это попытка, хоть как-то придать веса разработкам компании Westinghouse, которые, напоминаю, на день сегодняшний принадлежат акции канадским акционерам, инвестфондам. Место регистрации по-прежнему Соединенные Штаты, но регистрацию не меняют исключительно для того, чтобы была возможность использовать патентное право США. Оно максимально удобное для тех, кто пытается внедрять какие-то инновации. Там можно патентовать концепцию изобретения, не только саму, если сравнивать с патентным правом в России, где для того, чтобы получить патент, надо принести действующий образец, где и как ты его будешь собирать, никто не знает. В Соединенных Штатах все мягче. Настолько мягко, насколько мы наблюдаем судебные споры с южнокорейскими атомными компаниями, которые разработали собственный проект реактора мощностью 1400 мегаватт, тем не менее Westinghouse подает в суд, потому что они видят, что здесь часть наработок снята с их реактора АП-1000, поэтому вы строить не имеете права без нашего участия. Для судебных дел может быть интересно. Нет ни одного референтного образца, нет внятных описаний, каким будет топливо, ничего нет, но тем не менее это попадает в прессу. Для чего мы это делаем? На самом деле набрать в поисковике реактор Эйвинцы совсем несложно и выяснить, что мы говорим о каком-то фантоме, поручик Киже или что-то ближе к этому. Но в рекламных проспектах реактор можно использовать после стихийных бедствий при выходе из строя электросети или повреждения электростанции. Технического описания никакого, сугубо рекламное, да, есть. Эйвинцы используют пассивную систему охлаждения на основе тепловых трубок. Что такое тепловая трубка? Как она, где, что по этой трубке течет, бежит, ничего не известно. Какого-то смысла во всей этой презентации, может быть, сейчас, когда сначала Еврокомиссия обнаружила, что в активных зонах реакторов не образуется углекислый газ, и поэтому технологию можно считать зеленой. На 80-м году существование атомной индустрии – это важнейшее открытие. Я не устаю поздравлять Еврокомиссию, молодцы. Оказывается, химической реакции горения в ядерном реакторе нет. Чудесное открытие, всех поздравляю. Тем не менее, зеленую генерацию расширили. Теперь это не только солнце, ветер и вода, но еще и атомная энергетика. И уже последовали всевозможные заявления на экологических форумах: удвоим атомную мощность, утроим атомную мощность. Мистер Трамп, по-моему, уже учетверять ее собрался. За счет чего, как, где, но звучит хорошо. Звучит хорошо, звучит звонко. На фоне таких заявлений ничтожное достижение Росатома, 3 китайских государственных корпораций, выглядит совершенно блекло, потому что мы умеем произносить красивые слова и делать прекрасные презентации. И, конечно, отдельное спасибо всем тем, кто отрепостил эти новости из Соединенных Штатов, кто нас порадовал невероятной сенсацией. Средиземноморье
решила все свои проблемы с генерацией электроэнергии всерьез и надолго, потому что есть реакторы и Винцы мощностью от 200 киловатт до 5 мегаватт. Вот, собственно говоря, вся новость. Что касается обогащения до 19,75% по урану-235, то есть здоровый скепсис, что это не обогащение урановой руды, это так называемое разубоживание, ну, или, если угодно, разведение более концентрированного урана до состояния в 20%. У нас очень много разговоров было о контракте Горш-Черномырдин, он же высокообогащенный, низкообогащенный уран, он же мегатонны в мегаватты. Все были возмущены. Действительно, было преобразовано высокообогащенный уран в топливо для атомных электростанций 500 тонн. Продано не за те деньги. У нас масса специалистов, которые знают, сколько стоит высокообогащенный уран, очевидно, умеют вычислять рыночные стоимости и так далее. И речь шла о том, что Россия внезапно разоружилась перед Соединенными Штатами. Ну вот, по большому секрету, новости, которые можно прочитать на сайте Министерства энергетики США, совершенно не секретные. С 2013 года, когда закончился срок действия контракта Горш-Черномырдин, Министерство энергетики Соединенных Штатов получило от Министерства обороны 300 тонн высокообогащенного урана, которое превратило в топливо для атомных реакторов. Никаких контрактов, никаких обязательств, практически такой же объем, как и Россия, такой же объем высокообогащенного урана, как и в России, Соединенные Штаты разубожили совершенно добровольно. Так что откуда взялось 20% обогащение? По оценкам экспертов, сейчас идет разбавление, разубоживание 40% урана, поскольку 90% выбрали весь, кроме тех, которые Министерство обороны оставило для своих нужд. Так что, если, конечно, собрать все вот эти достижения технические, научились превращать 40% уран в 20%, молодцы. Использовать натрий в качестве теплоносителя. 2 энергетических реактора с натриевым теплоносителем работают в составе Белоярской атомной электростанции. Больше их не работает нигде. Эксперименты с натрием как теплоносителем в Соединенных Штатах были признаны неудачными в 1967 году. Через 50 лет после этого заявить, что у нас все получится, мы знаем, как работать с жидким натрием, который, напомню, при соединении с водой дает эффекты вплоть до взрывов. Ну, очень много смелых заявлений, но ни одного образца, ни одного приглашения каких-то сторонних специалистов, которые могли бы полюбоваться вот на это чудо техники. С 2018 года ни одного появления разработчиков реактора Винчи на международных форумах атомщиков, которые проходят в разных странах далеко не по одному в течение года. Вот, на мой взгляд, поручик Кеже. Но дорогой. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Будьте внимательны, получая в наших СМИ всевозможные сенсации родом из Соединенных Штатов и из Европы. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где
Мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.